Всем привет! Давайте мужчину вызовем на откровенный разговор. Хочу посмотреть, что мужчина вам скажет. Сейчас я найду мужчину. Так, мужчину я нашла. Загадайте мужчину. И сейчас сделаем расклад. Вызовем его на откровенный разговор. Так, всем видно? Угу. Я думаю, все видно. Итак, начнем с главного. Вы у него в голове. То есть вы его близкая женщина. Притом женщина, знаете, уже такая семейная. Даже если не замужем, то он вас считает своей женщиной. Он считает, что вы настолько близки, что, ну, как скажем так, у вас общий, возможно, общий быт, а возможно, знаете, общие уже мысли, знаете, соединение душ идет. То есть он как бы, ну, даже если вы не замужем, то есть вы вместе, вы единое целое. Но мужчина в мыслях еще одна женщина. Это женщина замужняя. Она верна своему мужу. Она ему не хочет изменять, даже с вашим мужчиной. Поэтому как бы нечего бояться. Любовницей она не станет. Она просто не захочет вашего мужа. У нее есть муж, который ее удовлетворяет, и при том муж у нее, знаете, занимает такой, скажем так, в работе большую должность, ну, солидную должность, поэтому ей нет смысла с вашим мужем что-то мутить. Поэтому вот на этот момент я вас хочу успокоить, все будет здесь нормально. Любовницы не будет. Дальше. У него в мыслях дети. Смотрите, дети. Возможно, у него есть дети или от первого брака, или на стороне. Ну, то есть у него уже есть дети, это не ваши совместные дети. Угу. Он о них думает. Ну, то есть как бы ничего тут такого смертельного нет, он думает о своих детях. Также он думает о вашем ребенке. Смотрите, если у вас... Это для тех, у кого есть ребенок общий. Он думает о вашем ребенке. Скажем так, он хочет помочь ему материально, но у него в данный момент нет возможности помочь этому ребенку. То есть, возможно, вы требуете алиментов, но алиментов нет.
Ну, то есть нету денег. Он бы и хотел помочь, но финансовой возможности такой нету. Не знаю, возможно, что-то нужно оплатить или купить какой-то подарок. Ну, как бы вот так вот. А почему нет финансовой возможности? Проблемы. Проблемы на работе. Возможно, урезали зарплату. Возможно, нету заказов. Ну, что-то типа того. Так. Интересно, давайте посмотрим, что он еще о вас думает. Вот, да, мы вызвали мужчину на откровенный разговор, а он, знаете, в чем его мысли? Вот он понимает, что вы женщина, скажем так, как для него, как он видит это, финансово обеспеченная. И вот он хочет быть с вами. Девочки, ну как, это одна из причин, то, что он с вами был, это были деньги. Но от этого никуда не денешься. Откровенный разговор. Он хочет, девочки, он хочет с вами вместе жить. Он хочет, ну, не знаю, даже если вы сейчас в ссоре, он хочет с вами вместе жить. Он хочет с вами. Вы его устраиваете во всех, ну, не знаю, во всех случаях. Он хочет быть с вами. Он хочет, чтобы у вас был общий ребенок. Но он при этом не хочет забывать о своих там предыдущих детях. Он хочет им помогать. Девочки, ну любовницы нет. Даже если ему нравится какая-то женщина. И больше любовницы я не вижу. Ну, итоговая... Ой. Ой. А что ж так много карт кинули? Так хотела посмотреть итоговую карту. Но, наверное, смотреть не будем, потому что вот карты отказались. Видели, они мне выскочили. Не дали мне вытянуть. Ага, остались. Остались две карты. Видите, я не подняла. Смотрите, ситуация такая. У него будет трансформация. В данный момент она уже запущена, эта трансформация. Это по судьбе. Он обдумает все свои за и против. И он вернется к вам. И вы будете вместе. Он просто хочет быть с вами. Там по какой-то глупости вы расстались, но он жалеет, и он хочет вернуться. Ну, как-то вот так. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.